-8. Эту папку мне передали в марте 1991 года. Человек, который ее принес, назвался Геннадием Олеговичем. Без фамилии, без должности. Он оставил папку на столе редакции, пока я выходил за кофе. И к моему возвращению его уже не было. Секретарша сказала, что он был немолодой, в сером. Больше она ничего не запомнила. Папка содержала 17 листов машинописного текста, 3 фотографии и 1 рукописный фрагмент на бумаге с желтизной по краям. На обложке от руки синими чернилами было написано только «Шахта номер 9. Февраль». То, что осталось. Я занимался этим материалом 8 месяцев. Из тех, кого мне удалось найти, большинство отказались говорить. Несколько человек согласились, при условии анонимности. Один из них, бывший горный мастер, умер через 3 недели после нашего разговора. Инфаркт. Ему было 54 года. Я не утверждаю, что знаю, что произошло в Норильской шахте номер 9 в ночь с 17 на 18 февраля 1969 года. Я лишь собрал то, что удалось собрать. Читатель сам решит, что с этим делать. Норильск стоит на вечной мерзлоте. Это не метафора и не поэтический образ. Под каждым зданием, под каждой дорогой, под каждой шахтой лежит грунт, который не оттаивал с последнего ледникового периода. Строители знали об этом с самого начала, с 1935 года, когда первые заключенные пришли сюда умирать ради никеля и меди. Они знали и строили так, чтобы тепло зданий не проникало вниз, иначе мерзлота начнет таять, и земля поглотит все, что на ней стоит. Норильск был городом заключенным, прежде чем стал городом рабочих. В документах НКВД 1935-1953 годов он именовался Нориль-Лаг, лагерный комплекс, в котором в разное время содержалось от 70 до 100 тысяч человек. Именно руками этих людей были пробиты первые шахтные стволы, уложены рельсы, выстроены надшахтные здания из металла и бетона. Многие из них легли в эту же землю, в мерзлоту, которая хранит лучше любого склепа. Говорят, что тела заключенных, погибших при закладке первых горизонтов в конце 30-х, в мерзлом грунте сохранились полностью. Говорят также, что после смены власти в 1953 году часть этих тел была найдена при расширении штреков. Что с ними сделали потом, в доступных документах не сказано. Шахта номер 9 была заложена в 1951 году. По имеющимся сведениям, при разметке горизонтов геологи обнаружили аномалию. Участок породы на глубине около 340 метров, где температура оказалась на 8 градусов ниже расчетной. Официальные документы того периода, которые мне удалось изучить в частичном виде через знакомых в Горном институте, описывали этот участок сухо. Зона локального термического отклонения. Почему там было холоднее, в документах не объяснялось. Геологи, по имеющимся данным, называли эту зону между собой -8. Один из инженеров, работавших на закладке шахты в начале 50-х, назову его Семен Александрович, он попросил не упоминать фамилию, рассказал мне, что уже тогда рабочие избегали работать в этом горизонте без необходимости. «Там был запах», — сказал он, когда мы разговаривали у него на кухне в Красноярске. «Не газовый, не химический, другой, как будто открываешь погреб, который был закрыт очень-очень долго». Он помолчал, помешивая чай, который уже давно остыл. Некоторые говорили, что слышали звуки. Я лично не слышал, но некоторые говорили. Этот запах описывали несколько человек, независимо друг от друга. Диспетчер шахты 70-х годов, женщина, с которой я говорил по телефону, назвала его запахом давнего холода. Горнорабочий, работавший там в 60-е, сказал, как запах старого льда, только глубже, будто лед пролежал там дольше, чем вообще бывает. Горный мастер Виктор Степанович, с которым я встретился в сентябре, использовал другое слово. Он сказал «запах безвременья». Я переспросил, что он имеет в виду. Он покачал головой. «Сам не знаю, просто так назвал. Точнее, не умею». Шахта добывала медно-никелевую руду и была одной из наиболее производительных в Норильском горно-промышленном комплексе. К 1969 году там работало по различным оценкам от 800 до 1200 человек в 3 смены. Это был отлаженный советский механизм. План, нормы, премии,
Передовики производства на доске почета при входе. Горизонт -8 к тому времени был частично отработан и использовался преимущественно как вспомогательный транспортный штрек. По словам нескольких рабочих того периода, которых мне удалось разыскать, бригады старались проходить через него быстро и по возможности пользовались другими маршрутами, если позволяло расположение забоев. Никакого официального запрета не было. Просто знали. О том, что произошло ночью 17 февраля, я восстанавливал по фрагментам. Из разговоров, из того, что просочилось в частных письмах тех лет, и из нескольких страниц того машинописного текста, который оказался в моей папке. Ночная смена того дня состояла из 43 человек. Сменный мастер, некий Петр Игнатьевич Сурков, 1931 года рождения, стаж подземной работы — 18 лет. Бригады были распределены по горизонтам согласно плановому наряду. Февраль в Норильске — это полярная ночь. Хотя слово «ночь» здесь требует оговорки. Наверху и так было темно, и внизу тоже было темно. И между этими двумя темнотами только несколько сотен метров вечной мерзлоты, пробитой штреками. Рабочие говорили, что в феврале особенно трудно возвращаться на поверхность. Выходишь, а неба нет. Только звезды. И мороз 40 градусов. И непонятно, ты поднялся из земли или, наоборот, спустился глубже. Около часа ночи, по имеющимся данным, связь с одной из бригад, 7 человек, работавших в районе вспомогательного штрека на горизонте -8, прервалась. Это само по себе не было событием экстраординарным. Телефонная связь в шахте часто пропадала из-за механических повреждений кабеля. Дежурный диспетчер, по имеющимся сведениям, зафиксировал прекращение связи и сделал попытку дозвониться по резервной линии. Резервная линия тоже молчала. Сурков отправил 2 горноспасателей проверить. Они не вернулись. Это уже было происшествием. Сурков объявил тревогу и запросил горноспасательную станцию. Бригада спасателей в составе 6 человек спустилась под землю около 2 ночи. Что они обнаружили, и обнаружили ли что-то вообще, в официальных отчетах описано уклончиво. Мне удалось найти выдержку из предположительно внутреннего акта расследования. Источник этого документа я не могу раскрыть, могу лишь сказать, что он работал в аппарате комбината в начале 70-х. Выдержка гласила: при осмотре места происшествия признаков взрыва, обрушения, задымления или выброса газа обнаружено не было. Состояние горных выработок в пределах нормы. Оборудование на штатных местах. Личный состав бригады отсутствует. 7 человек исчезли. Потом еще 2. Никаких следов. Машинописный текст из папки, которую мне оставил неизвестный Геннадий Олегович, содержал то, что могло быть либо внутренней служебной запиской, либо, это не исключено, реконструкцией событий, составленной позднее по чьим-то воспоминаниям. Подлинность документа я проверить не могу, но я воспроизведу часть его содержания, потому что оно слишком конкретно, чтобы быть просто выдумкой, и слишком странно, чтобы быть просто отчетом. Текст был написан от третьего лица, без указания на автора. Вот фрагмент. Спасатель Громов В.Н. сообщил, что при входе в штрек горизонта -340 температура воздуха опустилась резко, по его словам, как будто открылась дверь в другое место. Показания термометра. -12 градусов, при штатной температуре горизонта -4 градуса. Громов сообщил также о полной тишине, отсутствии каких-либо звуков работающего оборудования, вентиляции, капели. По его словам, там было мертво, не тихо, именно мертво. Это разные вещи. Фонари давали нормальный свет, однако тени предметов, по наблюдению Громова и второго спасателя Петлина, падали не в ту сторону. Источник света — налобные фонари, расположенные на уровне лба. Тени уходили вверх. Тени уходили вверх. Я перечитывал этот абзац много раз. Физического объяснения этому явлению я найти не смог. Спрашивал у знакомого физика. Он сказал, что при определенных условиях рассеивания в насыщенном частицами воздухе теоретически возможны нетипичные распределения тени. Теоретически. Далее в тексте. По достижении точки примерно 80 метров от входа в штрек на полу горизонта было обнаружено оборудование пропавшей бригады. Инструменты, рабочие фонари, 1 защитный шлем. Расположение предметов не давало оснований предполагать обрушение или взрыв.
Предметы лежали аккуратно, как будто были намеренно сложены. Рабочие фонари выключены. Никаких иных следов присутствия людей обнаружено не было. Оборудование сложено аккуратно. Фонари выключены. Люди сняли с себя все, что держало их на работе, и ушли. Куда-то. Документ содержал еще один примечательный абзац, относящийся к поведению горно-спасательной бригады при обнаружении брошенного оборудования. Спасатель Петлин, по тексту документа, отказался продвигаться далее по штреку, мотивируя отказ тем, что оттуда тянет. Именно так, тянет. Не дует — это было бы физическим термином, описывающим движение воздуха. Тянет — слово, у которого нет физического значения в применении к воздуху, но есть очень конкретное значение в применении к чему-то другому. Петлина, по сведениям того же документа, развернули назад. Бригада вернулась к выходу. Среди материалов папки было несколько страниц, которые выглядели как фрагменты журнала технического учета. Стандартные бланки с таблицами, часть граф заполнена от руки. Записи датированы январем-февралем 1969 года. Я не могу установить, являются ли они подлинными архивными документами или реконструкцией. Почерк на разных страницах различается, что либо свидетельствует о нескольких авторах, либо об изготовлении в разное время разными людьми. Среди рутинных технических записей температура по горизонтам, данные о вентиляции, отметки о ремонтных работах есть несколько выбивающихся из общего тона. Запись от 29 января 1969 года, предположительно сделанная дежурным по шахте. Рабочие из 4-й бригады сообщили о шуме в районе штрека Г-7, горизонт 340. Проверка. Посторонних источников шума не обнаружено. Оборудование в норме. Вентиляция проверена, без отклонений. Штрек Г-7 — это, по всей видимости, тот самый вспомогательный штрек, который впоследствии был закрыт. Запись от 3 февраля. Повторное обращение рабочих по шуму Г-7. Список работников, подавших рапорт, прилагается, но приложения в папке нет. Запись от 11 февраля. Горный мастер Сурков П.И. запросил внеплановый инструктаж по поведению при обнаружении аномальных акустических явлений в горных выработках. Запрос передан в технический отдел. Инструктаж состоялся или нет, следующих записей по этой теме нет. И последняя запись перед датой происшествия, 16 февраля, то есть за сутки. Горно-спасательной станции передано уведомление о повышенной готовности по шахте номер 9 в связи с нестандартными показателями в горизонте 340. Основание. Распоряжение главного инженера. Если это уведомление подлинное, значит 16 февраля руководство шахты уже знало, что что-то не так. Знало, и все равно отправило ночную смену под землю. Среди 43 человек ночной смены один провел ту ночь иначе, чем остальные. Горнорабочий Василий Тимофеевич Калач, 1940 года рождения, уроженец Полтавской области, в ту ночь работал на другом горизонте и к зоне происшествия не приближался. Впоследствии он был одним из 2 человек ночной смены, давших показания следственной комиссии. Об этом мне рассказал человек, который, по его словам, видел протоколы допросов в начале 70-х. Я нашел Калача в 1091 году. Он жил в Норильске, не уехал. Пил. Когда я позвонил в его дверь, он долго смотрел на меня через щель, не снимая цепочки. Потом все же открыл. Квартира была темная, шторы задернуты днем. Из мебели стол, 2 стула, кушетка с продавленным матрасом, полка с несколькими книгами, покрытыми пылью. На стене над кушеткой выцветший плакат с горнолыжниками, явно оставшийся от прежних жильцов. Калач был высоким, сутулым, с руками горнорабочего, широкими ладонями, задубевшей кожей. Он не казался испуганным, он казался усталым от чего-то, что длится слишком долго. Разговаривали мы больше 3 часов. Часть того, что он рассказал, я не буду воспроизводить. Слишком личное, не относящееся к делу. Но часть воспроизведу. «Я ничего не видел», — сказал Калач сразу, как будто заготовил это вступление заранее. «Я работал на своем горизонте. Когда объявили тревогу, нас вывели на поверхность. Вот и все, что я видел своими глазами». Он взял стакан, поставил его обратно, не выпив. Но я слышал, он слышал, находясь на своем горизонте, за несколько минут до объявления тревоги, что-то, что принял сначала за проблемы с вентиляцией. Звук такой ровный, низкий,
как будто очень большой механизм где-то глубоко работает. Только механизмов таких у нас не было. Я 20 лет в шахте. Я каждый звук знаю. Он, наконец, выпил. А потом звук изменился. Стал, не знаю, как объяснить, разным. Как будто несколько голосов, но не голосов, а частот. И у меня здесь, он приложил руку к груди, стало так, как будто я стою на краю. Я спросил, что он имеет в виду. Страх. Но необычный. Обычный страх, он про что-то конкретное. Про обрушение, про газ, про огонь. Этот страх был ни про что. Просто страх. Первичный. Он умолк на несколько минут. За окном выл норильский ветер, январский, 1991 года. Такой же, как, вероятно, выл в феврале 1969 года. Потом звук пропал, и почти сразу сигнал тревоги. Он посмотрел на меня прямо, без уклонения. Я никогда не говорил этого вслух никому, но иногда ночью я снова слышу этот звук. Не в шахте. Здесь. В квартире. Я спросил, когда именно он его слышит. Калач долго молчал, глядя в сторону задернутых штор. Потом сказал: в феврале. Каждый февраль. Начиная с 69-го. Он провел рукой по лицу. 22 года. Каждый февраль. По имеющимся сведениям, следственная комиссия по факту гибели рабочих была создана в течение нескольких дней после происшествия. Ее состав, задачи и выводы официально нигде не публиковались. Мне удалось найти лишь одно косвенное упоминание об этой комиссии. В частном письме, датированном маем 1969 года, написанном жителем Норильска, родственникам в Новосибирск. Письмо хранилось у адресата, который показал его мне, предупредив, что хозяин письма уже умер. Соответствующий фрагмент письма я воспроизвожу с разрешения владельца. У нас тут была комиссия из Москвы. 3 недели сидели, все допрашивали рабочих. Потом уехали и ничего не сказали. Говорят, что выводов нет. Одни мои сослуживцы считают, что их нет потому, что ничего не поняли. Другие считают, потому что поняли, но не хотят говорить. Место-то закрыли. Больше туда не ходим. Этот документ важен мне одним. Независимым подтверждением того, что комиссия была, что Москва знала, что Москва приехала, 3 недели разбиралась и уехала без публичных выводов. Что именно 3 недели делала московская комиссия на шахте в Норильске, остается вопросом без ответа. Официальная версия событий, насколько мне удалось установить, никогда не была опубликована. Ни в местной прессе, ни в отраслевых изданиях. Авария на шахте номер 9 в феврале 1969 года в публичных источниках того времени не фигурирует. Тем не менее, по свидетельству нескольких людей, работавших в комбинате в тот период, событие не замалчивалось полностью на уровне предприятия. Говорили о нем тихо, в курилках, обрывками. Официальная формулировка, которую, по словам моих собеседников, использовало руководство, звучала примерно так: несчастный случай с множественными жертвами, связанный с нарушением техники безопасности. Сколько человек погибло или пропало, что в данном случае одно и то же, мне установить не удалось. Цифры расходятся. Один из моих источников называл 9 человек, 7 из первой бригады плюс 2 спасателей. Другой говорил о 12. Третий, самый пожилой из всех, кого я опрашивал, бывший секретарь партийной ячейки, сказал только «много». И больше не произнес ни слова на эту тему, сколько я не пытался. Тела, или то, что от них осталось, по имеющимся сведениям, так и не были найдены. Вспомогательный штрек «Горизонта -8» был официально закрыт в марте 1969 года в связи с выработкой ресурса. Завален ли он был, неизвестно. Семен Александрович, с которым я разговаривал в Красноярске, сказал, что слышал от кого-то, что проход в этот штрек просто заложили бетонными блоками. «Быстро заложили», — добавил он. «Очень быстро». В папке было 3 фотографии. 2 из них — обычные производственные снимки, судя по качеству и виду бумаги, относящиеся к концу 60-х. На одной — наземные постройки шахты. Характерная силуэтная конструкция копра на фоне зимнего неба. На другой — группа рабочих в спецодежде, предположительно у входа в шахту. Лица различимы плохо, то ли из-за качества съемки, то ли из-за меховых капюшонов. На обороте первой фотографии штамп
Норильск проект. Дата не проставлена. На обороте второй — ничего. Я показал обе фотографии Калачу. Он долго смотрел на снимок с группой рабочих, потом сказал, не поднимая взгляда: «Вот этот, Серега Панков». Он ткнул пальцем в одну из фигур, крайнюю слева, чуть отдельно от остальных. «Он в той бригаде был, пропал в феврале». Я спросил, уверен ли он. Калач молча вернул мне фотографию. Третья фотография другая. Она снята под землей. По характеру теней и отражений видно, что источников искусственного освещения было несколько. Снято в штреке. Бетонные крепи, рельсы узкоколейки, уходящие в темноту. На переднем плане стена крепи, и на ней что-то написано. Написано чем-то темным, не краской, скорее углем или тем, что было под рукой. Написано крупно, несколькими словами. Буквы на фотографии читаются нечетко, но 3 слова я разобрал с достаточной уверенностью. Первое слово «оно», второе «было». Третье слово я разобрать не смог. Оно уходило за край кадра. Кто написал это на стене? Когда? Что имелось в виду под первыми 2 словами, я не знаю. Может быть, это вовсе не связано с событиями февраля 1969 года. Может быть, надпись появилась раньше или позже. Может быть, это детская игра. Или пьяная выходка. Или что-то еще совершенно обыденное. Но фотография лежала в папке вместе с остальными документами. Кто-то положил ее туда намеренно. Я говорил с 2 геологами. Один согласился встретиться лично, другой ответил письменно. Обоим я не называл конкретного места и описывал ситуацию гипотетически. Аномальная зона холода на большой глубине, устойчивая во времени, без очевидного геологического объяснения. Первый геолог, назову его Михаил Петрович, кандидат наук, преподающий в Горном институте, ответил быстро и уверенно. По его словам, аномалии температурного режима в горных породах объясняются, как правило, особенностями теплопроводности различных минералов, наличием подземных водотоков с низкой температурой или специфической структурой пустот, создающих эффект естественного холодильника. 8 градусов отклонения — величина значительная, но не беспрецедентная. «Это геология», — сказал он. «Там нет ничего таинственного». Второй геолог, пожилой, работавший в свое время именно на Таймыре, ответил письмом. Он написал кратко. «Таймырский кристаллический щит изучен плохо. Глубинные горизонты мерзлоты содержат вещи, которые мы еще не умеем интерпретировать. Ваш гипотетический пример меня не удивляет. Удивило бы, если бы аномалии не было». Я спросил его в следующем письме, что он имеет в виду под «вещами, которые не умеем интерпретировать». Он не ответил. Существует, однако, другая традиция объяснения подобных мест. Не геологическая, а та, что передавалась среди коренного населения Таймыра задолго до появления здесь первых русских казаков, а уж тем более советских инженеров. Нганасаны, народ, живший на Таймыре тысячелетиями, имели, по данным этнографических экспедиций конца XIX – начала XX века, разветвленную систему представлений о подземном пространстве. Часть этих представлений касалась мест, которые нганасанские шаманы называли в различных транслитерациях Нгуотари. Примерный перевод — «место, где земля дышит вниз». Такие места, согласно нганасанским верованиям, были границами. Не между мирами в привычном смысле, не между живыми и мертвыми, между тем, что есть, и тем, что было раньше, чем что-либо стало быть. По сведениям одной из этнографических записей 1902 года, хранящейся в фондах Российского географического общества, шаман одного из нганасанских родов описывал такое место. Там холодно потому, что оттуда уходит тепло. Не в землю уходит. Туда уходит, куда нет названия. Я провел несколько дней в архивах, пытаясь найти нганасанские названия местности в районе нынешнего Норильска. Прямого совпадения с местом расположения шахты номер 9 я установить не смог. Карты не совпадают, привязки неточные. Но в одном из документов, отчете геологической партии 1930 года, есть примечательная фраза. Местные проводники Нганасаны отказались следовать далее на юг, сославшись на плохое место. Экспедиция продолжила маршрут самостоятельно. Место, где в 1951 году заложили шахту номер 9,
Находится к югу от маршрута той экспедиции. Я показал этот документ Семену Александровичу. Он прочел, молча вернул мне бумагу, долго смотрел в окно. Потом сказал: «Когда мы закладывали шахту, нам говорили, что местных предрассудков бояться не нужно, что это суеверие, что советская геология все объяснит». Пауза. Советская геология закрыла горизонт в марте 69-го и заложила его бетонными блоками. Вот и все объяснение. Самый важный разговор в этом расследовании произошел в сентябре 1991 года. Мой собеседник, бывший горный мастер шахты номер 9, работавший там с 1964 по 1973 год. Назову его Виктор Степанович. Он звонил мне сам, перезвонив по номеру, который я оставил через общих знакомых. Голос у него был ровный, без признаков испуга или сомнения. Скорее, голос человека, который долго держал что-то при себе и, наконец, решил, что держать больше незачем. Мы встретились у него дома. Он жил тогда в Красноярске, куда переехал после выхода на пенсию. Небольшая квартира, чистая, с иконой в углу. Я запомнил это, потому что оно показалось мне важным, хотя я не могу объяснить, почему. «Я был в той шахте в ту ночь», — сказал Виктор Степанович. «Не в том горизонте, но в шахте». Он работал в ту смену на горизонте минус 280, примерно в 60 метрах выше зоны происшествия. Когда объявили тревогу, мы уже заканчивали. Нас начали выводить, и вот тут он остановился. Встал, подошел к окну, постоял, вернулся. Когда мы шли к клете, это подъемник такой, я шел последним в группе и оглянулся. Не знаю зачем, просто оглянулся. И в конце штрека, там, где он уходит вниз в сторону 9-го горизонта, я увидел свет. Фонари у всех членов его бригады были при них. Других людей в той части шахты, по его словам, быть не могло. Все уже шли к выходу. Свет был холодный. Не желтый, не белый. Голубоватый, что ли. И он не мигал, не двигался. Просто стоял там в конце, ровный. Размером, он подумал, размером с дверной проем, наверное. Или чуть больше. Я спросил, что он подумал в тот момент. Ничего не подумал. Это и было страшно, что ничего. Обычно, если видишь что-то непонятное, сразу начинаешь объяснять себе. А тут ничего. Пустота в голове. И ноги не шли несколько секунд. Потом кто-то из своих меня окликнул, и я пошел. Он вернулся к столу. Руки у него были спокойные. Я потом много раз думал. Может, это была игра теней, может, отражение фонаря, может, мало ли что. Но вот эта пустота в голове, она объяснения не имеет. Я за все годы в шахте никогда такого не чувствовал. Ни при взрывах, ни при обрушениях. Никогда. Я спросил, рассказывал ли он об этом кому-то еще. Следственной комиссии, например. Виктор Степанович поднял на меня взгляд. Нет. И вы понимаете, почему. Что они сделали бы с человеком, который говорит, что видел свет там, где никакого света быть не могло, и что у него при этом была пустота в голове? Он скупо усмехнулся. В лучшем случае на учет к психиатру. В худшем — вопросы другого рода. Он помолчал, потом добавил, медленно взвешивая слова. Я проработал в шахте еще 4 года после той ночи. Ни разу больше не ходил в горизонт минус 8. Не потому, что запрещено было, просто не мог. Там, у входа в штрек, у меня каждый раз начинало тянуть в груди. Вот здесь. Он приложил руку к ребрам с левой стороны. Как будто что-то тянет за ниточку. Внутрь. Виктор Степанович умер 23 октября 1991 года. Его соседка, с которой я разговаривал позже, сказала «инфаркт». Скорая приехала быстро, но ничего уже нельзя было сделать. Ему было 54 года. Горно-спасательная бригада, вошедшая в штрек около 2 ночи 18 февраля, по имеющимся сведениям, пробыла под землей около 40 минут. Все 6 вернулись. Что именно они видели и что именно занесли в свои рапорты, установить не удалось. Рапорты, по всей видимости, осели в ведомственных архивах горно-спасательной службы, доступа к которым у меня нет. Однако один из 6 спасателей той бригады, в 1091 году он жил в Дудинке, согласился поговорить со мной по телефону.
Разговор был коротким. Он сказал, что ничего особенного не видел и что все было штатно. Затем, когда я уже собирался заканчивать разговор, он добавил: «Только одно, там, у стены, лежал один фонарь, включенный. Наш фонарь, из тех, что мы сами оставили на предыдущем заходе, 3 часа назад. Мы его выключили, когда уходили, а он горел». Он помолчал. «Это могло быть что угодно. Случайно включился или контакт замкнуло. Я себе так и объяснил». Я спросил, убедило ли его это объяснение. Он повесил трубку. Тела пропавших рабочих и 2 спасателей, ушедших первыми, по всем сведениям, которые мне удалось собрать, найдены не были. Никогда. Это, пожалуй, самое трудное в этой истории для рационального объяснения. Даже если предположить газовый выброс мгновенного действия, даже если предположить какое-то неизвестное геологическое явление, тела должны были остаться. Мертвые тела не исчезают. Если только они не ушли сами. Я написал эту фразу и остановился. Перечитал, оставил. В ходе расследования я записал еще несколько свидетельств, которые не вписываются в хронологию событий февраля 1969 года напрямую, но которые кажутся мне частью общей картины. Первое. Горнорабочий, работавший на шахте в 1965-1967 годах, рассказал, что в бытовке существовало негласное правило не обсуждать, что происходит на горизонте минус 340, и тем более не обсуждать это с новыми рабочими. «Кто сам сходит раз-другой, тот поймет и замолчит», — сказал он. «А кто не сходил, зачем ему знать?» Я спросил, что именно надо было понять и замолчать. Он усмехнулся. «Что там нехорошо? Просто нехорошо, и все. Без подробностей». Второе. Женщина, работавшая диспетчером шахты в 1968-1970 годах, рассказала о нескольких случаях, когда рабочие из горизонта минус 8 выходили на поверхность раньше срока и отказывались объяснять причину. Они приходили ко мне, я сидел у пульта, и молчали, просто стояли. Потом один из них, помню, сказал: «Там кто-то есть». Я спросила, кто. Он сказал: «Не знаю, не видно, но есть». Она сделала паузу. Я думала, это от усталости, от подземелья. Это бывает. Люди начинают слышать, видеть. Психология. Еще пауза. Но потом один из тех, кто так говорил, не вышел из смены в феврале 69-го. Он был среди пропавших. Третье. Пожилой мужчина. Он позвонил мне сам, узнав через третьи руки, что я занимаюсь этой темой. Назвался только именем — Олег. Голос был старческий, с трудом артикулирующий. Он сказал только одно: «Они не пропали. Они ушли туда, куда им позвали. Вот и все». Я попросил объяснить, что это значит. Он ответил: «Когда земля зовет, она не спрашивает». Старики знали. Теперь никто не знает. И больше не позвонил, как я не пытался перезвонить по определившемуся номеру. Трубку не брали. Четвертое. Совершенно иного рода свидетельства. Бывший сотрудник управления комбината, специалист по горной механике, сказал мне, что в 1970 году при плановом обследовании заложенного штрека приборы зафиксировали за бетонной кладкой признаки движения воздуха. «Это само по себе невозможно», — сказал он. «Если штрек завален, воздух там не движется». Движение воздуха означает, что пространство с чем-то сообщается. Я спросил, что из этого следовало. «Ничего», — ответил он. Записали в журнал как приборную погрешность. Обследование завершили досрочно. Пятое. Это свидетельство самое короткое, но почему-то самое тяжелое для меня. Женщина, вдова одного из пропавших в феврале рабочих, живет в Норильске. Я нашел ее через отдел кадров комбината. Она согласилась со мной встретиться. Мы сидели на кухне, пили чай, и она говорила спокойно. Не как человек, который не оправился от горя, а как человек, который за 22 года научился жить с тем, чего никогда не поймет. «Мне тогда сказали, что он пропал без вести», — говорила она. Акта о смерти не давали несколько лет. Потом дали, без даты, без обстоятельств. Просто признан умершим. Я не плакала, когда получила бумагу. Я уже к тому времени знала, что он не умер. Я спросил, что она имеет в виду.
Она посмотрела на меня без удивления, как на человека, который еще не понял очевидного. Мертвец не снится каждую ночь 20 лет. Мертвец отпускает, а он не отпустил. Значит, он там. Где-то там. Она кивнула в сторону окна. За окном был город, за городом шахта. Среди материалов папки был один лист, о котором я упоминал в самом начале. Рукописный, на пожелтевшей бумаге. Я специально оставил его напоследок, потому что он самый трудный для интерпретации. Текст написан от первого лица. Почерк мелкий, плотный, буквы угловатые, характерные для человека, привыкшего писать быстро. Орфография правильная, грамотная. Несколько слов зачеркнуты и переписаны. Я воспроизведу этот текст полностью, он короткий. Я спускался в тот горизонт трижды после февраля. Первый раз, чтобы проверить, что я не сошел с ума. Второй раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Третий раз, просто потому, что не мог не спуститься. Звук, который я слышал, он не прекращался. Он продолжался все эти месяцы. Только я один его слышал, остальные нет. Я проверял, спрашивал косвенно, люди смотрели непонимающе. Только я. На третий раз я дошел до заложенной стены. Приложил к ней ладонь. Бетон был холодный, намного холоднее, чем должен быть в том горизонте. И сквозь него, очень тихо, почти на пределе восприятия, я слышал голоса. Не слова, не речь. Голоса. Как фон, как шум, в котором угадываются голоса. И один из них, я готов поклясться чем угодно, был голос Сереги Панкова. Он пропал в феврале. Мы работали вместе 6 лет. Я не рассказывал никому. Расскажи я, меня бы списали, или хуже. Но это был его голос. Я знаю голоса людей, с которыми провел 6 лет под землей. Я их знаю лучше, чем собственный. Он был там, за стеной. Живой или нет, не знаю, но там. Больше я не спускался. Подписи нет, дата не указана. Я не знаю, кто написал этот текст. Я не знаю, когда. Я не знаю, правда ли то, что в нем написано. Но я знаю, что этот листок лежал в папке вместе с остальными документами, которые относятся к февралю 1969 года и к шахте номер 9. Кто-то счел нужным сохранить его. Кто-то счел нужным принести его мне. Шахта номер 9 продолжает работать. Это действующее предприятие, часть Норильского никелевого комбината. Горизонт -8, в смысле вспомогательного штрека на глубине 340 метров, по официальным данным, выработан и закрыт. Что за бетонными блоками, заложенными в марте 1969 года, неизвестно. Я был в Норильске в октябре 1991 года. Город встретил меня серым небом и запахом комбината, характерным металлическим запахом, от которого першит в горле. Я разговаривал с людьми, нынешними рабочими, молодыми, проработавшими там по 10-15 лет. Большинство о событиях февраля 1969 года не слышали вовсе. Те, кто слышал что-то краем уха, пожимали плечами. Было какое-то происшествие. Давно. Что именно, кто знает. Один молодой горнорабочий, лет 25, открытое лицо, спокойный взгляд, сказал мне кое-что, что я запомнил дословно. Мы разговаривали в столовой за чаем. Я не называл ему конкретных дат или фамилий, просто спросил в общем, есть ли на шахте места, куда ходить не любит. Он подумал и ответил. Есть один горизонт, там ниже, там все знают, лишний раз не надо. Не запрещено, нет, просто все знают. Он допил чай. Я сам туда не хожу, там такой звук иногда, не пойму откуда, как будто земля разговаривает. Я спросил, как давно он это замечает. «Да с первого года», — ответил он. «С тех пор, как начал там работать. Привык уже вроде. Только не люблю туда ходить один». Мы помолчали. «А что это за звук, как вы думаете?» — спросил я. Он пожал плечами. «Геология, наверное. Порода оседает. Мерзлота же. Здесь все так». Он так и думал. И, возможно, он прав. Одна из трудностей этого расследования — отсутствие имен. Имена пропавших нигде официально не публиковались. Родственники, если они существовали, были уведомлены в частном порядке. Надгробий нет, нет тел. В официальных некрологах того времени, которые мне удалось изучить через Норильский городской архив, никто из них не упоминается. Я собрал несколько имен косвенным путем.
через свидетелей, через вдову, через рукописный листок. Сергей Панков. Это имя встречается дважды — в рукописи и в показании Калача у фотографии. Это реальный человек. Был. Других имен у меня нет. 7 человек, или 9, или 12, ушли под землю в ночь с 17 на 18 февраля 1969 года и не вернулись. У каждого было имя. У большинства, вероятно, были семьи. Они приехали в Норильск за длинным рублем, за северными надбавками, за квартирой после 5 лет работы. Они умерли или исчезли в советской шахте в советскую ночь. И советская система позаботилась о том, чтобы их не было. Это не метафора. Их буквально нет. Нет в документах, нет на кладбище, нет в публичной памяти. Есть только отголоски в частных разговорах, в письме, написанном 22 года назад, в рукописном листке без подписи. И есть звук. Тот, что слышал Калач в феврале. Тот, что слышит молодой рабочий на нижнем горизонте. Земля разговаривает. Я провел 8 месяцев с этим материалом. Я разговаривал с десятками людей, читал документы, ездил в архивы. Я журналист, а не мистик. И профессиональная привычка требует формулировать выводы осторожно и на основании проверяемых фактов. Вот что я могу сформулировать с уверенностью. В феврале 1969 года на шахте номер 9 в Норильске произошло что-то, в результате чего под землей исчезли как минимум 9, а возможно и больше человек. Их тела найдены не были. Официальное расследование было закрыто, результаты его засекречены или уничтожены. Горизонт, на котором это произошло, был закрыт с формулировкой, не отражающей реального положения вещей. Вот что я не могу объяснить. Тени, уходящие вверх, свет голубоватого цвета, не имеющий источника. Движение воздуха за бетонной кладкой через год после заделки. Звук, который слышат люди в этом горизонте на протяжении более 20 лет, и который слышит молодой рабочий, никогда не слышавший об истории февраля 1969 года. Голос за стеной. Я не делаю вывода. Я не имею права делать вывод. У меня нет для этого достаточных данных, и у меня нет доступа к засекреченным материалам, которые, возможно, дали бы ответ. Или не дали. Я лишь думаю иногда о фразе из Нганасанского источника 1902 года. Туда уходит, куда нет названия. И думаю о том, что люди, которые строили шахту в 1951 году, знали об аномалии температуры. Знали и продолжили строительство. Потому что план важнее геологии, и потому что советская промышленность не останавливалась перед препятствиями, в особенности перед препятствиями, которые нельзя было ни измерить, ни внести в отчет. Земля здесь не оттаивала тысячи лет. В ней могло сохраниться много чего. Вещей, которые мы еще не умеем интерпретировать. Вещей, которые умеют ждать. В ноябре 1991 года, когда я дописывал этот материал, мне позвонил незнакомый человек. Голос был молодой, деловой, без эмоций. Он спросил, занимаюсь ли я историей шахты номер 9. Я спросил, кто он. Он ответил, что это не важно. «Перестаньте этим заниматься», — сказал он. Я спросил, почему. «Потому что вы уже знаете достаточно», — ответил он. «И потому что те, кто знал больше, сейчас не с вами». Пауза. Виктор Степанович был хорошим человеком. 54 года — рано. Он повесил трубку. Я дописал этот материал. Я не знаю, будет ли он опубликован. Редактор «Сибирского вестника» отказался его брать, сославшись на недостаточную доказательную базу. Возможно, он прав. Папка лежит у меня в столе. 3 фотографии, 17 машинописных страниц, 1 рукописный лист на пожелтевшей бумаге. Иногда ночью я думаю о горном мастере Викторе Степановиче. О том, как он стоял у окна, а потом вернулся к столу, и руки у него были совершенно спокойные. О Калаче, который слышит под утро звук в своей квартире. Тот же звук, что слышал в шахте 22 года назад. О рукописном листе и о голосе Серёги Панкова за бетонной стеной. О вдове, которая знает, что ее муж не умер, потому что мертвец отпускает, а он не отпустил. О том, куда уходят люди, когда земля их позвала. О надписи на фотографии.
Оно было. И третье слово, уходящее за край кадра. Третье слово я не смог прочитать. Но иногда мне кажется, что я знаю, какое оно. Иногда ночью, когда за окном февраля ветер гонит снег по пустой улице, мне кажется, что я слышу. Очень тихо, почти на пределе восприятия. Что-то ровное, низкое, уходящее вниз. Я говорю себе, что это трубы, что это ветер, что это что угодно. Потом я перестаю слышать. И лежу в темноте и думаю о вечной мерзлоте, которая не оттаивала тысячи лет, и о том, что в ней могло сохраниться, и о бетонной стене на глубине 340 метров под Норильской землей, и о голосах за ней. Все имена свидетелей изменены или сокращены до имени и отчества. Виктор Степанович, бывший горный мастер шахты номер 9, скончался 23 октября 1991 года. Василий Тимофеевич Калач, по последним сведениям, проживает в Норильске. Судьба остальных собеседников автору неизвестна. Шахта номер 9 Норильского горно-промышленного комбината является действующим предприятием. Есть вещи, которые не попадают в официальные документы и в протоколы допросов, но которые передаются из уст в уста и по этой причине устойчивы. Они живут, пока живут люди, которые их слышали. Норильск. Город с короткой письменной историей и длинной устной. Я записывал все, что мне рассказывали, без разбора, намеренно не отфильтровывая то, что казалось мне неправдоподобным. Вот несколько историй, связанных с шахтой номер 9, которые ходили среди рабочих в разные годы. История первая. Слышанная мной от горнорабочего, пришедшего на шахту в 1972 году. По его словам, старшие рабочие в первые месяцы показывали новичкам коридор, ведущий к заложенному штреку, и говорили: «Туда не ходи никогда. Даже если скажут, не ходи. Скажи, что болит нога. Скажи что угодно». Новичок спрашивал, почему. Ответ был всегда один: поймешь. Он сам, по его словам, однажды подошел к бетонной кладке ближе, чем обычно, метров на 15. Почувствовал холод, который, по его словам, был не температурным. Не снаружи холодно, а изнутри. Повернул и ушел. Никогда больше не подходил. История вторая, рассказанная женщиной из городского архива, которая сама на шахте не работала, но слышала от мужа. По ее словам, в конце 70-х несколько рабочих самовольно вскрыли часть бетонной кладки. Не ту, что закрывала основной вход в штрек, а небольшой смотровой люк в боковой стене. Зачем — непонятно. Из любопытства, из бравады. Что они увидели в люке, неизвестно, потому что все трое в тот же день отказались работать в шахте. Двое уволились в течение недели. Третий остался, но о том, что видел, не рассказывал никому и никогда. «Мой муж видел его несколько лет спустя», — сказала женщина. «Говорит, что тот стал другим. Не сумасшедшим, просто другим. Как будто что-то у него внутри переставили». История третья, услышанная мной совершенно случайно. В поезде по дороге из Норильска от пожилого мужчины, который ехал до Красноярска и первые несколько часов молчал. Потом, когда за окном давно стемнело и вагон успокоился, он вдруг сказал, ни с того ни с сего, как будто продолжая разговор, которого не было: «В шахте главное — не слышать свое имя. Если слышишь свое имя и никого рядом нет, уходи сразу. Не оглядывайся, не спрашивай, просто уходи». Я спросил, откуда это правило. Он пожал плечами. Все знают. Больше он ничего не говорил и на следующей крупной станции вышел. Я не знаю, что делать с этими историями. Они недоказуемы, непроверяемы. И любой редактор правильно скажет, что им не место в журналистском материале. Но они — часть того, что существует вокруг шахты номер 9. Часть ее неофициальной памяти. И еще одна деталь, которую я не упомянул раньше. Когда я уходил из квартиры Калача после нашего 3-часового разговора, он проводил меня до двери. Уже в дверях, когда я надевал пальто, он сказал негромко, как будто не мне, а просто вслух: «Серега Панков боялся темноты. С детства. Он мне говорил, смешно, горняк, а темноты боится». Мы смеялись. Пауза. А теперь он там, в темноте.
Уже 22 года. Я не нашел, что ответить. Закрыл дверь и пошел вниз по лестнице. На улице было минус 35, и ветер нес снег горизонтально, и над городом стояло зарево от комбинатных труб. Оранжевое, ядовитое, советское. После того, как я закончил основной текст, мне удалось получить доступ к еще нескольким источникам. Я включаю их отдельным блоком. Не потому, что они меняют общую картину, а потому, что добавляют к ней детали, которые было бы неправильно замалчивать. Первый источник — личный архив геолога Константина Ивановича Березова, умершего в 1988 году. Его дочь, узнав через знакомых о моих поисках, позвонила мне в декабре и предложила посмотреть бумаги отца. Березов работал в Норильске с 1948 по 1962 год, после чего был переведен в Новосибирск. По словам дочери, он никогда не рассказывал о работе. Молчал, как все тогда молчали. В его архиве я нашел небольшую записную книжку, очевидно, рабочий дневник, датированный 1952-1953 годами. Большинство записей технические. Данные бурения, замеры, координаты. Но несколько записей другие. Запись от сентября 1952 года. Примерно через год после закладки шахты. Повторные замеры Г-340 дали минус 8,2. Отклонение не уменьшается. Рапорт в отдел? Ответа нет. Буду считать погрешностью прибора. Иначе придется писать официальный протокол, что никому не нужно. Запись от декабря того же года. Г-340. Снова замерял. Минус 8,4. Прогрессия или случайность — неясно. Прибор проверен трижды. Прибор в норме. Места нет. И последняя запись, уже в феврале 1953 года, явно написанная в спешке. Буквы крупнее обычного, строки съехали. Ночью снился Г-340. Снилось, что хожу там один, и вдруг понимаю, что не один. Кто-то стоит в темноте, впереди, там, где свет не достает. Я спрашиваю, кто? Тишина. Потом этот кто-то говорит: «Мы тут давно». Я проснулся. Написал сюда, чтобы не забыть. Хотя лучше бы забыл. Березов уехал из Норильска в 1962 году. По словам дочери, снились ли ему подземелья до конца жизни, она не знала. Он не говорил. В ходе работы над расследованием я выяснил, что после событий февраля 1969 года часть рабочих ночной смены, те, кто вернулся на поверхность, проходили медицинское обследование. Это стандартная процедура после аварии. Один из врачей, проводивших эти обследования, к 1991 году жил на пенсии в Красноярском крае. Его имя мне дали через знакомых в медицинском сообществе. Назову его Аркадий Михайлович. Он согласился встретиться, но предупредил сразу. Я ничего не помню. Прошло столько лет. Тем не менее, разговор длился почти 2 часа. Аркадий Михайлович рассказал, что обследования проводились стандартные. Пульс, давление, анализы, беглый неврологический осмотр. «Все в норме», — сказал он. «У всех. Физически абсолютно здоровые люди». Пауза. «Но...» Это «но» он произнес и замолчал. Я ждал. 2 из них, не скажу, кто это, неэтично, вели себя странно. Не сумасшедше, не испуганно, просто странно. Один сидел и смотрел в стену. Я его спрашивал, он отвечал, нормально, связно, но потом снова смотрел в стену. Я спросил его, что он там видит. Он сказал: «Ничего, просто смотрю». Врач потер лоб. Второй был другой. Он все время что-то шептал. Очень тихо. Я попросил его говорить громче. Он посмотрел на меня удивленно и сказал, что ничего не шептал. Я слышал сам. Но он был убежден, что молчал. Я спросил, что именно он шептал. «Я разобрал только одно слово», — ответил Аркадий Михайлович. «Несколько раз. Одно и то же». Он помолчал. «Глубже». Он шептал «глубже». Оба этих рабочих, по словам врача, через несколько дней были признаны психически здоровыми и вернулись к работе. «У меня не было оснований их задерживать», — сказал он. «Медицинских оснований. А другие основания в мою компетенцию не входили». Он встал, прошелся по комнате, сел. Я думал о них потом. Долго думал.
особенно о том, который шептал. В январе 1992 года, уже после того, как я решил добавить это дополнение, мне принесли письмо. Не принесли, оставили в почтовом ящике редакции, без конверта, без марки, сложенное вчетверо. На листке машинопись, та же самая, что и в оригинальной папке. Одна страница. Я не знаю, кто его написал, не знаю, когда. Текст следующий. Вы задаете неправильный вопрос. Вы спрашиваете, что произошло? Правильный вопрос, почему именно там и почему именно тогда? Ответ на второй вопрос, потому что 9 месяцев после завершения горных работ в этом горизонте что-то ждет. Ждет, пока рядом снова появятся люди. Потом берет. Это было и раньше. Спросите у тех, кто закладывал первые горизонты в 1935 году, если найдете кого спросить. Подписи нет. «Что-то ждет» — это фраза. Я ее перечитывал долго. 9 месяцев после завершения горных работ — это поддается проверке. Я поднял данные по шахте. Последние работы на горизонте -8 были завершены в апреле 1968 года, за 9 месяцев до февраля 1969 года. Это может быть совпадением. Автор мог подобрать цифру, зная факты. Могло быть иначе. Я не знаю. В ходе расследования мне попалось одно упоминание, которое я долго не мог никуда вписать, и в итоге решил вынести отдельно. Среди бумаг из папки был один лист, на первый взгляд не имеющий отношения к шахте. Это был фрагмент какого-то административного документа. Шапка обрезана, нижняя часть тоже. Из текста сохранилось только несколько строк, и среди них упоминание о спецобъекте Норильск-35 и протоколе действий при обнаружении аномалий геологического характера, не поддающихся стандартной классификации. Что такое Норильск-35, я не знаю. Это название нигде больше мне не встречалось. Советская система любила цифровые обозначения для объектов, которые не хотела называть своими именами. Норильск-35 — это могло быть что угодно. Секретный военный объект, научная станция, просто административный код. Или что-то еще. Но фраза «аномалии геологического характера, не поддающиеся стандартной классификации» — это уже язык, который мне знаком по этой истории. Это язык людей, которые видели то, что не умели объяснить, и писали об этом так, чтобы документ существовал, но ничего не говорил. Мне не удалось найти никаких других упоминаний о Норильске-35. Возможно, это тупик. Возможно, нет. Весной 1992 года я последний раз связывался с Калачом по телефону. Он был трезв, голос ясный, без той тягучей замедленности, которая бывает у человека после выпитого. Он спросил, опубликовал ли я материал. Я сказал: «Нет, пока нет». Он помолчал. «Правильно», — сказал он. Я спросил: «Почему?» «Потому что живые лучше мертвых», — ответил он. Это прозвучало не зловеще, а устало. Потом он сказал: «Этой зимой не слышал. Первый раз за 23 года. Думаю, это хорошо». Пауза. «Или плохо. Не знаю». Я спросил, что он имеет в виду. Когда звук есть, значит, они там, за стеной. Когда звука нет, значит, ушли дальше. Куда ушли, не знаю. Это или хорошо, или очень плохо. Он помолчал. Первый раз за 23 года тихо, в феврале. Больше я с ним не разговаривал. Телефон не отвечал. Послесловие. Этот материал никогда не был опубликован в «Сибирском вестнике» или в каком-либо другом издании. Рукопись оставалась в столе автора несколько лет. Обстоятельства, при которых она стала известна редакции этого сборника, автор просил не раскрывать. Андрей Волков работал внештатным корреспондентом нескольких региональных изданий с 1985 по 1994 год. Его местонахождение после 1994 года редакции неизвестно. Шахта номер 9 Норильского горно-промышленного комбината работает по сей день.